Поговорим сегодня о инструменте ограждения. Этот инструмент находится на вкладочке «Архитектура» и называется «Ограждение». Если раскроем списочек, то здесь будет два варианта: эскиз траектории и разместить на лестнице-пандусе. О лестницах мы будем говорить отдельно, поэтому все, что касается ограждения на лестнице, то мы там об этом и поговорим, и посмотрим. Ну а сегодня мы поговорим о том, как создать ограждение. Эскиз. Значит, мы должны начертить, что эскиз. Когда я нажимаю, то появляется панелька для рисования. Программа переходит в режим эскиза, и осталось нарисовать эскиз нашего ограждения. Мы можем выбрать разные варианты. Вот у нас здесь есть варианты: там прямоугольное сечение, стеклянная панель, ну и труба. Можем мы создать свой. Ну, как это делать, мы чуть позже поговорим, а пока как само ограждение создать. Щелкнуть начало, щелкнуть конец, обратить внимание, какой уровень базовый, на котором находится наше ограждение, и дальше щелкнуть выход из режима эскиза. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот у нас получилось ограждение. Вот оно, ограждение вот такого типа получилось. Дальше, другой вариант, если нам нужен, то мы можем что? Выбрать архитектура, ограждение, эскиз траектории, возьмем какую-то такую дугу и возьмем другой тип ограждения. Например, вот так, у нас труба, вот это прямоугольная возьмем. И начертим эту дугу. Начало дуги, конец дуги. И ставим галочку. И смотрим, что у нас получилось. Вот получилось у нас вот такое вот ограждение. Да? Еще вариант, который здесь есть. Давайте посмотрим. Ограждение, эскиз траектории. Выберем здесь, выберем не прямоугольного сечения, а стеклянная панель, заполнение снизу. И тоже начертим здесь начало, конец, и перейдем. И что мы получим? Вот получим ограждение с стеклянной панелью. Да, вот такое ограждение. У всех этих ограждений есть свои свойства, и мы можем кое-что в них поменять. Например, я выбираю это ограждение и выбираю изменить тип. И давайте посмотрим. Вот это ограждение. Что мы можем у этого ограждения поменять и изменить? Ну, во-первых, у него, давайте по конструкции посмотрим, есть верхний поручень. Да? И здесь есть что? Конструкция направляющих, размещение балясин, это отдельно настраивается. Смещение балясин друг по отношению к другу, как будут соединяться при повороте ограждения, использоваться ли верхнее ограждение, да, тип его, в данном случае 50 на 50. Я могу здесь щелкнуть и выбрать, да, другой. Профиль его не прямоугольный 50 на 50, а вот какой-то из этих. Например, я возьму эллиптический, да, поручень. Какое должно быть закругление, стиль примыкания и так далее. Много есть настроек для типа верхнего поручня. Типа верхнего поручня. Так, ну, мы выбрали эллиптический, применить и окей, да, все, поменяли его, видите, он здесь на образце поменялся. Далее, теперь перила 1, перила 2, здесь стоит у нас ничего нет, мы можем тут выбрать профиль, ну вот он стоит у нас здесь 30 миллиметров, пускай будет окей. Так. И вот здесь то же самое можем поменять 30 миллиметров. Хорошо, окей, поменяли. Да? Дальше, теперь, что с балясинами мы можем сделать?
можем поменять их конструкцию. У нас тут есть вот оно готовое. Можем мы что-то вставить свое новое ограждение и поменять. Дальше размещение балясин мы можем изменить. Видите, показывается балясина по умолчанию, какая у нас стоит, квадратная. Мы ее можем тип поменять. Ну, допустим, давайте возьмем там круглое сечение 25 миллиметров. Так, смещение там снизу можем поставить, смещение сверху, расстояние от предыдущей поставим 150. Так, дальше. Теперь, если у нас будет ограждение стоять на лестнице, то можно здесь подрегулировать, сколько балясин на проступ должно стоять. То независимо от этого расстояния они будут ставиться так, чтобы здесь было количество балясин, то, которое нам нужно. Ну и само семейство балясин начальное, то есть в начале, как она выглядит, потом угловая и концевая. Ну, они должны быть одинаковые, желательно, семейство их поставить, какие угловые стойки и так далее. Да, вот то, что мы можем. Вот мы поменяли, да, видите, вот стали наши ограждения вот такого типа. Применили, окей. И посмотрите, здесь все произошла замена. Если мы выберем ограждение такого типа, то посмотрите, в чем тут в нем будет разница. Видите, верхний поручень есть, можем поменять, тип его можем поменять. Ну, например, мы, допустим, заменим тип его на квадратный. Прямоугольный 50 на 50. Вот, обратите внимание, он поменялся на образце уже. Используется верхний поручень. Так, перила тип не будем менять. Размещение балясин, видите, зависит от панели, да. И обычная балясина у нас, что она из себя представляет? Стальная полоса вертикальная. Так, ну, можем мы поменять на балясину квадратную, допустим, сечение. Точно так же заполнение обычной избыточной длины. Это вот, например, кусочки, которые остаются после установки панелей. Их здесь не предусмотрено, а можно поставить тут какое-то заполнение или что-то другое. Ну и семейство балясин тоже можно поменять. Ставим, меняем, смотрим, применяем и получаем вот такую картину. Значит, я думаю, это понятно, да, как их поставить. Бывает у нас ситуация, когда нам необходимо поставить, например, здесь на какую-то поверхность. Вот я, например, создал такую перекрытие. И это перекрытие, как вы видите, вот здесь она стоит у нас под углом. То есть часть его идет горизонтально, а часть идет его под углом. Для того, чтобы поставить туда ограждение, то необходимо что? Нарисовать эскиз траектории. И вот смотрите, я нарисую сначала эскиз траектории. Так, поставлю галочку, и оно у меня стоит как? Строго горизонтально. Что меня не устраивает. Теперь я его, допустим, выберу и выберу для него новую основу. Выбираю основу и щелкаю по этой основе. И посмотрите, что произошло. Мое ограждение стало ровненько по перекрытию. Да, вот по перекрытию. Ну, мораль отсюда какая? Мы можем строить ограждение на разных уровнях, под углом, на лестницах, на пандусах, самые разнообразные формы. Когда мы будем изучать семейство, то мы научимся еще делать свое персональное семейство балясины и конструировать уже ограждение такого типа, которое нам необходимо. Ну а пока на сегодня это все.